I have a forge, I have a fabric. Connector. I have a fabric, I have a forge. It is killed. Всем привет, с вами Нао, и меня ужасно бесит ситуация, когда для создания сборки приходится часами выбирать загрузчик, чтобы для него были все необходимые моды. А в итоге все равно жертвовать частью, так как некоторые из них являются эксклюзивами другого загрузчика. Если вас бесит тоже, то это видео для вас. Ну а пока вы заворожены невероятной интригой, разгадку которой видели прямо в названии ролика, прошу вас подписаться на канал, чтобы не потерять, ведь с текущей регулярностью алгоритмы YouTube вряд ли вынесут вам мой контент в следующий раз. А еще я запустил бота в Телеграме, в который вы можете присылать предложения для рубрики лучших обновлений модов, а также получать самые быстрые уведомления о выходе новых версий Майнкрафта. Постепенно туда добавится еще больше полезных функций, ведь я давно думал, как поделиться с вами моими инструментами, созданными за год анализа мод-сцены. Ссылка в описании. Вернемся к проекту. Как вы уже, наверное, догадались, Killed — это мод, позволяющий запускать моды одного загрузчика на другом. В данном случае это моды Forge на фабрике. Если интересовались темой, то наверняка знаете о Sinitra коннекторе, который делает то же самое, но с модами фабрик на Forge и не о Forge. В этот раз речь не о нем, однако если хотите подобный ролик про Sinitru, напишите в комментарии. Работа над проектом началась в 2023 году силами одного разработчика в качестве эксперимента. И долгое время ранние версии были доступны только в Дискорде. Но 5 июля 2025 года свет увидела первая публичная альфа-версия для 1.20.1, и с тех пор обновления выходят регулярно. Чтобы установить Killed, вам потребуется версия игры 1.20.1 с актуальными Fabric Loader и Fabric API, а также еще несколько обязательных зависимостей, число которых сокращается по мере самостоятельной реализации их функциональности автором Killed. Сейчас нужны еще Fabric Language Kotlin, Forge Config API Port, Sodium и Indium. Раньше еще был нужен Architecture API, но автор смог от него избавиться. Не забудьте закинуть сам Killed в папку с модами, и готово. Теперь в эту сборку можно добавлять любой Forge или NeoForge мод для 1.20.1 с необходимыми ему зависимостями. И теоретически он будет работать. Но сначала, наверное, стоит разобраться, нафига все это? Простым ответом будет то, что если у вас самих нет ответа, то вам и не нужно. Однако, рано или поздно, все доходят до уровня просветления, когда начинают играть в моды, а не в загрузчики. И тогда мир расцветает новыми невероятными красками, как со знаком плюс, так и минус. Плюсы в том, что разные платформы исторически притягивают к себе совершенно разных мододелов. И если Forge преимущественно славится большими контентными модами, то Fabric до сих пор выбирают для оптимизации и Quality of Life модов, несмотря на то, что на нем уже есть прекрасные примеры больших проектов, типа Create или Betterend. И сейчас, если вы хотите создать Vanilla Plus сборку с потрясающей оптимизацией, невероятными визуальными украшениями и кучей полезных утилит, вы идете на Fabric. А если создаете проект с кучей стороннего контента, то более очевидным выбором являются Forge и NeoForge. Вот только минус в том, что когда вы познали оба мира, вам наверняка захочется совместить их в одной сборке. На что Forge вам ответит: «Упс, у меня Optifine» и немного эмбедиума. NeoForge скажет: «Моды на визуал будут, но потом». А Fabric ответит: «У меня все есть, кроме контентных модов». Незначительный недостаток, не правда ли? И моноделы уже годы бьются над решением данной проблемы, заходя с разных сторон. Сейчас у нас есть Architecture, это набор инструментов для создания мультиплатформенных модов, которые используются многими разработчиками. Есть Sinitra коннектор, который с одной стороны позволяет запускать Fabric моды на Forge, а с другой создает Forgified Fabric API, чтобы мододелы могли легко переносить свои Fabric моды на Forge и NeoForge. Есть Porting Clip от автора Create на Fabric, которая, наоборот, позволяет переносить Forge моды на этот самый Fabric. И автор Killed подумал, почему бы тогда не создать аналог коннектора, но уже со стороны Fabric, чтобы сбалансировать рынок. Соответственно, ключевыми сценариями использования Killed я вижу следующее. Когда вы хотите добавить в Vanilla Plus сборку на Fabric какой-то заблудший на Forge Quality of Life мод. Например, у меня это Waves, добавляющий волны и шум прибоя. Он нравится мне больше, чем Title для Fabric. А еще Nakos Enchanted Books, добавляющий уникальные текстуры всем книгам зачарования. Мне он милее, чем кроссплатформенный Beautiful Enchanted Books. Также Killed будет полезен в случае, если у вас контентная сборка из того, что есть на Fabric, но не хватает всего пары модов. Например, всего хватило, а вот без Quark жить не хочется. Или я создаю сборку со множеством измерений, куда добавил эксклюзивные Betterend, Betternether и Mindcells. Но хочется еще Twilight Forest, форк которого для Fabric работает отвратительно. Или у меня сборка на Create 5, но не хватает некоторых аддонов с Forge типа Hypertubes. А если еще и забыть выпить таблетки, то ужасно хочется к нему добавить Immersive Engineering. Кстати, мост совместимости энергий, жидкостей и транспортировки предметов между модами с разных загрузчиков уже налажен. И в том числе добавлена прослойка между Trinkets и Curious API,
чтобы дополнительные элементы экипировки из разных экосистем уживались друг с другом. Ну и вариант, когда вашей картошке не хватает Embeddиума или Optifine для оптимизации форжа, а поиграть с контентными модами хочется. Тогда можно собрать весь спектр венерических заболеваний, модов на оптимизацию с фабрик, и подселить к ним все остальные из форжа. Например, Alex Caves, Alex Mobs и Ice and Fire. И, как видите, все это уже успешно работает. Но маленький нюансик все же есть. Оно работает за счет множества фиксов, вносимых автором под конкретные моды. Соответственно, большинство из показанных я подсмотрел в списке исправлений. С Waves и Enchanted Books мне просто повезло. Ну а все остальное требует тестирования. И ночь знает, повезет ли конкретно вам. Конечно, в первую очередь стоит посмотреть, нет ли вашего мода вышли на GitHub. Если он есть в списке исправленных, то, скорее всего, заработает. Если в списке открытых, то придется подождать. Ну а если отсутствует, то начинается рубрика «Эксперименты». Но не думайте, что все держится только на фиксах от автора, и придется ждать каждый мод отдельно. На самом деле это работает не так. Моды между платформами отличаются в первую очередь тем, что используют API разных загрузчиков. С этим Kilt справляется, хотя для поддержки актуальных версий Forge даже для одной версии игры ему постоянно придется обновляться. Про то, что нужна совместимость между механиками передачи энергии, жидкостей и предметов между экосистемами, я уже говорил ранее. Она тоже есть. Но, наверное, самая огромная проблема — это маппинги и механизм миксинов, который от них зависит. Тут мне придется потрудиться, чтобы объяснить простым языком. Когда Mojang делают новый билд игры, они используют обфускацию. Она занимается тем, что стирает все человекочитаемые имена из кода, заменяя их буквами и цифрами. Это позволяет защитить интеллектуальную собственность и заодно уменьшить размер файла. Причем в каждой версии получаются новые имена у одних и тех же классов и методов, что значительно затрудняет работу мододелам. Чтобы с этим бороться, сообщество собственными силами создавало маппинги, которые переводили всю эту кашу обратно в человекочитаемый вид. А с 2019 года Mojang стали распространять собственные карты сопоставления, так называемые Moj Maps, что сильно улучшило ситуацию. Однако команда Fabric пошла дальше и создала стабильный слой сопоставления имен — Intermediary, который позволяет одной версии мода иметь совместимость с гораздо более широким спектром версий игры за счет того, что имена одних и тех же вещей в них не меняются до последнего. То есть совместимость теряется только если, например, метод вообще исчезает или потребует новых параметров, которые были не нужны на предыдущих версиях. И вот уже поверх данного слоя строятся маппинги у Fabric. Только у Forge нет такого слоя. Казалось бы, ну и что? Просто переведи код его модов на Intermediary. Во-первых, это само по себе непросто. Во-вторых, нужно уметь конвертировать как из Moj Maps в Intermediary, так и наоборот одновременно. В-третьих, есть и миксины. А миксины позволяют разработчикам модов менять код игры путем указания имени, например, определенного метода в определенном классе и указанием, что вместо него надо выполнить код, написанный автором. И тут, как вы, наверное, догадались, проблема в этих самых именах, которые со стороны фабрик и Forge модов выглядят по-разному. Все это кое-как, но уже решено Килтом. Однако требует тестирования практически на всех доступных модах 1.20.1, во всех комбинациях для выявления сложных случаев и ручного их устранения. Дальше есть отличия в библиотеках. Например, в вашей сборке есть два мода, использующих Gecko-lib, но один на Fabric, а второй на Forge. Вам что, ставить две версии библиотеки под каждый загрузчик? Нет, Kilt автоматически предоставит возможности Fabric библиотеки Forge моду. И наоборот, если потребуется. При условии, что автор библиотеки использует абсолютно идентичные имена пакетов, классов и методов для обоих загрузчиков, что обычно так и есть. Но и частая проблема — это наладить мосты между модом и его аддонами с разных платформ. Здесь это тоже есть. Где-то в ручном режиме, а где-то повезло и хватило описанных выше механизмов. Так что потенциал у Килта вполне есть, особенно в связи с последними новостями, что Mojang наконец-то откажутся от обфускации, что может решить проблему с ремаппингом и миксинами. Ну а я, в свою очередь, вынужден напомнить, что проект в альфе. Все трюки выполнены профессионалом в незеритовой броне. И если вы тоже хотите так баловаться, обязательно делайте бэкапы миров. Я очень надеюсь, что проект дойдет до релиза, и у нас появится еще больше возможностей для создания сборок, такими, как мы хотим их видеть, не оглядываясь на специфику загрузчиков. Кстати, проект разрабатывается и для 1.21.1 с NeoForge, который значительно упрощает задачу за счет своих новых функций. Но сообщество в Дискорде проголосовало за то, чтобы автор сначала довел до релиза версию под 1.20.1. И мне кажется, это будет последним аккордом, после которого 1.20.1 останется с нами на ближайшее десятилетие в качестве доминирующей версии для создания сборок. Спасибо Фокси за новость о выходе данного проекта. Ну а мы с вами увидимся в следующем ролике. Любите моды, а не загрузчики. Пока!